Безумно дорогие блокбастеры, классические хорроры, постапокалиптика и многое другое. Здравствуйте, мои славные киноманы! Вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 9 интересных новых фильмов, вышедших в цифровой релиз. В сегодняшнем выпуске встретится как переосмысление хорошо знакомых нам франшиз, так и совсем новые проекты. А еще я буду очень благодарен, если вы поддержите меня. Оставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте уведомления. Это очень поможет продвижению видео. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем, и приятного просмотра. Вечные, бессмертные, созданы для уничтожения девиантов. 7000 лет назад на Землю были отправлены 10 представителей этой расы, обладающие разными силами и способностями. Последнего девианта они смогли уничтожить многие сотни лет назад и с тех пор ждут, когда представится шанс вернуться домой. А пока его все нет, помогают формировать цивилизации на Земле. Основное действие происходит уже в современном Лондоне. Одна из Вечных сталкивается с атакой девиантов, которые, судя по всему, как-то выжили и эволюционировали. И теперь ей необходимо собрать всех вместе, чтобы дать отпор угрозе. В этом фильме прослеживается более взрослый подход Marvel к содержанию своих кинокомиксов. Вплели повестку, откровенные сцены и пригласили популярных и известных актеров. Вечные стали для Marvel рисковым отходом от проверенной формулы. И, на мой взгляд, он не очень-то и сработал. Фильм получился довольно длинный, а персонажам при этом не хватает харизмы, и они не имеют практически никакой предыстории. Десяток богоподобных существ, которые неуклюже пытаются выдавать себя за смертных. Тем не менее, Вечные — это радующий глаз с точки зрения спецэффектов блокбастера, в котором на красивую картинку, очевидно, потрачен бюджет неимоверных размеров. Жажда золота. Будущее. Ресурсы планеты уже на исходе, а мир поделен на зоны. Бедняки в опустошенной части мира, а богачи в специальных зеленых районах. И входной билет в мир хорошей жизни стоит очень дорого. Два попутчика отправляются на опасную территорию заброшенных приисков. Там они находят огромные залежи золота и разделяются. Один из них отправляется за техникой, а второй остается на охране. Приближается песчаная буря, вокруг снуют дикие животные, а напарник не спешит возвращаться обратно. Перед нами мрачный, болезненный портрет человека, который случайно обнаружил гору золота посреди пустыни и полон решимости защитить находку. Это закрученная история о жадности и маниакальном желании сторожить сокровища. Самое удивительное, что персонажей изначально два, и ни один из них не особо располагает, а затем нам оставляют и вовсе лишь одного героя, за которым придется наблюдать весь фильм. Просто персонаж Зака Эфрона, пытающийся выжить и теряющий рассудок от страха, что он оставит золото, а его сразу же найдет кто-то еще. И плевать, что десятки лет там не было ни души. Несмотря на сомнительный сюжет, у фильма есть два неоспоримых плюса. Это атмосфера какого-то завораживающего безумия и потрясающий экстремальный макияж лица Зака Эфрона. Он постоянно меняется, становясь все более отталкивающим и при этом оставаясь до жути реалистичным. Рэй Донован. Фильм. Рэй Донован, профессионал по решению чужих проблем и выходу из щекотливых ситуаций, возвращается к зрителям в виде полнометражного фильма, чтобы хоть как-то завершить то, что начал 10 лет назад в виде телешоу. Не дайте трейлеру себя обмануть. Фильм, в отличие от многих эпизодов сериала, довольно-таки медленный. В нем почти нет насыщенных событиями и действием сцен. Но что поделать, использование постоянных флешбеков оказалось необходимым, чтобы завершить сюжетную линию отношений между Рэем и его отцом. В противовес почти отсутствующей динамике, производство и актерская игра здесь действительно на очень высоком уровне. В общем, это фильм, который порадует в первую очередь поклонников телешоу, ведь случайный зритель все равно мало что поймет из происходящего. А вот для тех, кто годами следил за приключениями персонажей, это прекрасное прощание с любимым сериалом. Мюнхен на пороге войны. Полнометражный фильм по мотивам международного бестселлера Роберта Харриса. Осень 1938 года. Европа стоит на пороге войны. В основе сюжета лежит довольно-таки стандартная история разрушенной дружбы и воссоединения спустя годы, когда и мир вокруг, и сами герои уже изменились. Когда военные амбиции Германии становятся очевидны миру, Хью Легат, работающий под руководством премьер-министра Невилла Чемберлена, во время чрезвычайной конференции в Мюнхене встречает своего старого друга и немецкого дипломата Пола фон Хартмана, которому удалось тайно вывести секретный документ, способный раскрыть истинные намерения фюрера и предотвратить долгую жестокую войну. Сложно назвать этот фильм выдающимся, порой он очень напряженный, а в следующий момент способен становиться тягучим и медленным. Однозначно стоит отметить внимание съемочной команды к созданию декораций и кинематографии. Поклонникам исторических фильмов и особенно о шпионах и тайных операциях картина наверняка подарит 2 увлекательных часа захватывающей драмы. Красная ракета.
На смену проекту «Флорида» режиссер Шон Бейкер представил зрителям более мрачную комедию. Это еще один фильм преимущественно с актерами-любителями и персонажами из не самых социально благополучных слоев населения. Действие происходит в 2016 году на фоне президентской избирательной кампании. Майки Сейбер – актер кино для взрослых, которого выгнали из индустрии и который возвращается к себе домой в небольшой городок в Техасе, чтобы найти хоть какое-то временное жилье и переждать трудные времена. Не имея возможности найти постоянную работу, он занимается продажей запрещенных веществ и постоянно думает о том, как хорошо бы было вернуться в индустрию кино для взрослых. И тогда в магазине пончиков он встречает симпатичную 17-летнюю Стробери. Он видит в ней молодую звезду, а себя представляет ее агентом и менеджером, а чтобы все это провернуть, надеется влюбить в себя девушку. Фильм обладает каким-то странным искаженным очарованием. Вы вряд ли будете переживать за центрального персонажа и не особо будете удивлены тем, на что он готов пойти, чтобы разбогатеть. Даже возможный роман героев неприятный, но вполне законный в Техасе. Режиссер Шон Бейкер снова снял глубоко личную для персонажа историю. На этот раз фильм грубый и дерзкий, но тем не менее пытающийся доказать, что даже самые безнадежные люди способны обрести любовь и надежду. «Матрица. Воскрешение». В момент выхода «Матрица» была знаковым фильмом, что вряд ли можно сказать о последовавших за ним сиквелах. «Воскрешение», долгожданная 4-я часть серии, вышла в прошлом году. Томас Андерсон – всемирно известный геймдизайнер, некогда руководивший разработкой трилогии игр «Матрица». Он посещает психоаналитика, страдает от навязчивых мыслей, что его мир лишь симуляция и живет самой обычной жизнью. Но однажды ему вновь предложат шанс отправиться за белым кроликом и самостоятельно выбрать цвет таблетки. Если вы долго держались подальше от просмотра новой «Матрицы», опасаясь чувства разочарования, но в конце концов решили и сами проверить, насколько глубока кроличья нора, то скажу вам так. Сиквел больше похож на перезагрузку и революцию, чем на оригинальный фильм. Здесь много стрельбы, много драк, куча взрывов, CGI и попытка все это соединить в сносный сюжет. Тем не менее, для многих «Матрица» — это в первую очередь ностальгия по жанровым фильмам начала 2000-х, и в таком ракурсе фильм точно удался. «Быть Рикардо». История отношений двух суперзвезд американского послевоенного телевидения – Люсиль Болл и Дези Арназа. «Быть Рикардо» не столько биографический фильм, сколько настоящая жизнь, художественная обработка рассказов, интервью и сплетен, дающая представление о том, что происходило за кулисами сериала «Я люблю Люси». И да, грим, сделавший лицо Николь Кидман похожим на пластиковое, тоже дань времени, это было нормой. Я не могу назвать себя хоть в какой-то мере поклонником или ценителем этого сериала. На самом деле, единственная причина, по которой я вообще о нем узнал, это первые серии «WandaVision», которые к нему отсылали. «Быть Рикардо» интересен в первую очередь за попытку воссоздать портрет эпохи, на основе многочисленных историй реконструировать сцены сериала и противопоставить их реальной жизни вне съемочной площадки. Техасская резня бензопилой. Прошло почти 50 лет с момента первой бойни. Модный шеф-повар Данте и его деловой партнер Мелоди едут в пустеющий техасский город Харлоу, чтобы создать там новое модное сообщество. Данте берет с собой свою девушку Рут, а Мелоди свою сестру Лайлу, которая замкнулась после инцидента со стрельбой. Всего одна ошибка наглых городских в общении с местным населением, и кожаное лицо, скрывавшееся полвека в бывшем приюте, возвращается, чтобы мстить и уничтожать всех, до кого доберется. Еще один сиквел старой доброй франшизы. На этот раз даже прямое продолжение первого фильма, ведь на экраны вернется выжившая из оригинала. Новый фильм не может похвастаться актерской игрой или невероятными съемками. Во время просмотра не покидает ощущение, что лента должна была стать просто эпизодом сериала. Что касается жертв маньяка, то к ним вообще никакого сочувствия. Да и, откровенно говоря, типажи крайне наглых либеральных хипстеров были выбраны специально и намеренно. Тот случай, когда в кино действительно болеешь за злодея. Но есть и приятные моменты, отсылки к оригиналу. Да, на его фоне новая часть всего лишь копия, но тем не менее, это еще один фильм почти забытого жанра, больше обновлений франшиз. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.